Всем привет, с вами Максим Холдер, тренер Академии покера по МТТ. И сегодня мы поговорим про ставки на префлопе. Это довольно важная тема, потому что очень многие ученики, новички, которые только занимаются покером, допускают здесь просто кучу ошибок, и мы над этими ошибками боремся на протяжении одного, двух, трех занятий. Почему-то эта тема вызывает всегда большие вопросы. На префлопе у нас есть, скажем так, два варианта. То есть, когда мы должны ставить ставку, либо когда мы должны калировать ставку оппонента. Сейчас разберем ситуацию, когда мы должны ставить. Хочу вам напомнить, что скоро стартует набор на наш бесплатный курс про МТТ. Курс включает в себя 5 групповых занятий с тренером, 2 индивидуальных занятия, которые в том числе веду и я. Переходи по ссылке в описании, оставляй заявку и совершенствуй свою игру. Как мы можем зайти в раздачу? В раздачу можем зайти либо залимпить, то есть просто закалировать большой блайнд, можем сыграть рейзом, можем сыграть через 3-бет, то есть когда уже оппонент порейзил и у нас сильная рука, мы можем его переставить. Так вот, первая ситуация, которую я сказал, когда мы можем играть просто call, то есть лимпить. То есть так в раздачу мы не заходим. Может быть, вы видели где-то в трансляциях, когда профессионалы играют лимпом, но они это делают не потому, что они хотят именно оказаться в этой раздаче. То есть они это делают с целью, чтобы зайти под слабого оппонента, чтобы не напугать его рейзом, а зайти просто лимпом и 100% поиграть с ним постфлоп. Но опять же, они это делают тогда, когда уверены в том, что будут играть 1 на 1. Когда новички делают такое действие, лимп, это от незнания, то есть они просто смотрят, что закалировать очень дешево, ставят эту ставку и собирается, как обычно, очень большой банк. То есть там будет 5, 6, 7 человек. И в таком банке играть очень сложно. То есть у нас цель, когда мы заходим в раздачу, чтобы в раздаче мы были 1 на 1 с кем-то, либо играли против двоих оппонентов. Если в банке уже больше людей, то тут получается раздача, мы будем играть в собирание комбинаций. То есть мы не сможем не блефовать, как-то не агрессивно играть, потому что очень много людей и большая вероятность того, что за доску кто-то зацепится очень хорошо. У нас цель в покере оставаться в раздаче с кем-то 1 на 1, либо против двоих оппонентов. Поэтому нам нужно выбирать такие размеры ставок, которые нам будут обеспечивать эту возможность. То есть не так, чтобы зашло в банк еще куча народа помимо нас и оппонента, а так, чтобы мы с ним остались 1 на 1. Поэтому ставка лимп, то есть когда мы просто уравниваем большой блайнд, она вообще не годится, так как мы, да, платим не очень дорого, но мы будем оказываться постоянно в мультипотах, против нас будет играть обычно там, от 3 до 5 человек, это совсем нам не интересно. Поэтому мы выбираем рейз. Рейзить мы можем от 2,1 больших блайнда до 3 больших блайндов. Почему не 2 блайнда? Потому что когда мы ставим 2,1 больших блайнда, то есть это показывает оппонентам, что мы думаем над ставкой, думаем над раздачей, и он может, ну, скажем так, видеть нас компетентного игрока и лишний раз не захочет с нами играть. Что касается самого размера ставок, то есть 3 блайнда мы ставим в начале турнира, когда вот у нас большие стеки, там по 100-150 блайндов, там мы открываемся 3 больших блайнда, и чем ближе к финальному столу, тем размер открытия у нас уменьшается. Там сначала 2,5 блайнда, потом 2,2, потом 2,1. Также есть ситуации, когда мы можем заходить в игру не 3 больших блайнда ставить, а больше. Допустим, вы играете начальную стадию турнира и видите, как ваши оппоненты, либо вы открываетесь 3 больших блайнда и все равно заходит в раздачу 4-5 человек. И вам тут заходят тузы, либо короли. Мы не хотим даже с такой сильной рукой играть против большого количества людей, потому что всегда есть вероятность, что кто-то попадет в свои 2 пары, в трипс, и нам придется выбрать эту сильную руку. Поэтому, если вы видите, что оппоненты все равно заходят в раздачу в большом количестве, вы просто выбираете размер open raise больше, то есть ставите 5 блайндов, 6 блайндов, можно ставить 10 блайндов, если стол прям совсем со слабыми игроками, ставите много, и если у вас один калирует, уже хорошо, у нас сильная рука, мы играем против одного оппонента, большой банк. Также очень часто мы оказываемся в ситуациях, когда у нас есть сильная рука, а перед нами некоторые игроки зашли лимпом, то есть 1, 2, 3 человека просто уравняло большой блайнд. В таком случае при выборе ставки мы используем формулу 3х плюс по одному блайнду на каждого лимпера. То есть мы последнюю ставку умножаем на 3 и добавляем еще по блайнду на каждого человека, который уже вошел в раздачу. Таким образом мы делаем большую ставку, и те оппоненты, которые просто ставили очень мало с какой-нибудь мусорной рукой, чтобы посмотреть флоп, они будут отсеиваться, так как им будет калировать невыгодно. Очень многие в этом моменте игры тоже допускают ошибку, то есть они ставят
по умолчанию 3 больших блайнда, когда уже перед нами 2 или 3 человека сыграло просто лимпом. Мы также оказываемся в ситуациях, когда перед нами оппонент сыграл рейз, и у нас сильная рука, и мы хотим его переставить, то есть сыграть через 3-бет. В таких ситуациях нужно обращать внимание на такую вещь, как в позиции мы будем играть против этого оппонента, либо без позиции. В позиции это мы будем решение принимать после него на постфлопе, без позиции наше слово будет первое. И здесь, если мы играем без позиции, размер нашего рейза должен быть минимум в 3 раза больше, чем ставка оппонента. То есть лучше ставить 3,5 раза, либо даже можно 4 раза ставить. Если мы играем в позиции, то здесь уже можно ставить от 2,5 до 3 раз, если у нас сильная рука. Но опять же, чем ближе к финальному столу, тем вот эти вот размеры рейзов, их можно чуть-чуть уменьшать. То есть если мы играем без позиции на предфиналке, можно ставить не 4 раза, а, допустим, 3, либо 3,1 раз. Если мы играем в позиции, то здесь тоже можно 2,5 раза, 2,6. То есть не нужно ставить очень большие ставки, потому что фишек не так много у оппонентов, и мы просто будем заставлять всех фолдить и не добирать на постфлопе. Также нужно обращать внимание на такую ситуацию, когда мы хотим переставить оппонента, то есть сыграть 3-бет, но вот мы посчитали, умножили ставку оппонента на 3, и получилось так, что нам нужно ставить ставку, которая составляет треть от нашего стека. То есть в таком случае нам нужно выбирать не 3-бет, то есть не эту ставку ставить, а идти сразу all-in, потому что если мы поставим треть нашего стека в 3-бет, то нам будет очень сложно играть постфлоп, то есть у нас уже не будет маневров на постфлопе, нам придется либо выставляться на флопе, либо выбрасывать. То есть мы не сможем оппонента дальше додавить. А теперь перейдем к раздачам и посмотрим, какие ошибки допускали ученики при входе в игру. А теперь давайте посмотрим на примерах, к чему могут привести неправильные действия в плане размера ставок на префлопе. Первая раздача в 10 открывается рейзом 2 и 1 больших блайнда. Это нормальный рейз, стандартный для поздней стадии турнира. То есть этот рейз хороший. То есть вот таким вот сайзингом можно открываться в поздней стадии и нужно. То есть здесь ничего криминального не произошло. То есть зашел один игрок с тройками, то есть он бы и так зашел. Поэтому это нормальный размер рейза. Двигаемся дальше. Сейчас ситуация идет лимп с королями из ранней позиции. То есть в этой раздаче на большом блайнде была рука 9-10 бубновой. То есть в любом случае эта рука будет играть кол. Но смотрите, что происходит. То есть здесь зашло еще в раздачу куча народа. То есть именно по этой причине с ранней позиции мы не должны открываться лимпом. То есть мало того, что мы будем всегда играть против большого блайнда, но еще будет куча народа в раздаче. Ну и понятное дело, что кто-то из них может очень хорошо попасть. Вполне возможно, что если бы здесь не было вот такой ситуации, то кто-то из этих игроков тоже мог как-то побороться за этот банк против нашего УТГ рейзера. Но произошло то, что произошло, поэтому лимпом мы не заходим. То есть не потому, что это неправильно, а потому что может привести вот к таким последствиям. Так, следующая раздача. Опять же, лимп с королями. Здесь уже все более, скажем так, печально для королей, потому что на большом блайнде рука дама 3. То есть если ставить ставку чуть больше, вполне возможно, что эту руку можно будет отправить в пас, но опять же, то есть редко, но все равно, то есть вы видите, что большому блайнду ничего не стоит просто сыграть кол и посмотреть флоп. Вернее, даже не кол, а чекнуть ему нужно и смотреть флоп. То есть здесь может быть абсолютно любая рука, и она попадет в доску. То есть может быть пара двоек, которая попадет в доску. Какая-нибудь рука туз-2. В данном случае, чему мы проигрываем. Но здесь просто оппонент ловит флеш, и мы отдаем ему фишки. Не мы, это не мой ученик, это просто как пример взял, потому что карты были открыты. Другая ситуация, то есть у нас здесь стек 30 блайндов, и игрок сразу идет all-in. То есть тоже стек довольно большой, то есть да, у нас сильная рука, то есть мы хотим здесь получить кол. В данном случае, скажем так, нам повезло, потому что у оппонентов были туз-король, и мы получим здесь кол. Но если бы у оппонентов была рука послабее, допустим, те же самые туз-10 какие-нибудь, король-дама, король-валет, то не каждый коллирует all-in на 30 блайндов. Поэтому тоже идти all-in сразу, имея сильную руку на стек большой, в районе 30 блайндов, не стоит. Это нельзя делать. То есть мы хотим с такой рукой получать кол и выигрывать раздачи на постфлопе. Так, следующая раздача. Здесь тоже, то есть идет очень маленький рейз.
Когда в раздаче есть один лимпер, то мы исходим из того, что мы ставим 3 больших блайнда плюс по блайнду за каждого лимпера. Учитывая, что это начало турнира, здесь даже можно ставить не 80, а 100 фишек, то есть чтобы не заходило много людей. В данном случае просто вот мы порейсили и зашло еще там 2 человека. То есть это не самый плохой вариант, потому что мог еще зайти малый блайнд и изначально игрок, который лимпил. Но здесь, видимо, у него совсем было что-то мусорное, либо он мискликнул. Вот, поэтому тоже, если ставим, то ставим больше. Ну и здесь не повезло. Раздачу я до конца досматривать не буду, потому что здесь цель именно префлоп действия, то есть ошибки на префлопе. То есть ошибки и правильные действия тоже. Сейчас момент, финальный стол. У нас не такой большой стек. Ну, это уже мой ученик так сыграл, мы с ним уже эту раздачу обсудили. Стек 20 блайндов, и сидят очень много людей, у которых стеки комфортные. И он решил открыться 2 больших блайнда. То есть это очень маленький размер рейза. То есть, в принципе, такую руку с УТГ можно открывать. Но когда есть много людей, которые сидят с большими стеками после нас, то может произойти вот то, что произошло. То есть он порейзил, и в раздачу зашло 3 человека. То есть, а мы не хотим играть с относительно коротким стеком против большого количества людей. Поэтому в таком стеке, то есть можно либо чуть больше открыться, либо просто эту руку выбросить. Ну, так как стек у нас совсем маленький. Так, следующая раздача, шестерки. Ну, здесь тоже. То есть идет очень маленький рейс, стандартный рейс, 3 больших блайнда. Если мы видим, что нас часто коллирует, то размер рейза можно увеличивать до 3 до 4 блайндов. Здесь же очень мало. И опять же получается такое, что вот все коллируют. То есть здесь еще малый блайнд чудом выбросил, но скорее всего этот игрок, он заранее ставит галочку пас. Поэтому если бы там эта галочка не стояла, он бы точно зашел. Так. Вот еще одна раздача, тоже показательная в плане того, что игрок залимпил с ранней позиции. На большом блайнде кол, даже не кол, просто чек на руке 2-6. То есть эту раздачу я до конца покажу, потому что здесь было проиграно очень много фишек. То есть я не буду действия обсуждать, потому что здесь вы сами все видите. И игрок в безобидной ситуации, то есть просто порейзив, то есть может забрать на префлопе какой-то банк, а так он проиграл 50 блайндов раздачи. 50-40 блайндов проиграл. Так, вот такие вот были раздачи. То есть всегда смотрите за своими префлоп рейзами, потому что это префлоп, это основа для постфлопа. То есть если вы на префлопе ошиблись, то вам постфлоп потом будет играть очень сложно. Я еще раз напоминаю, что мы хотим играть постфлоп против одного, либо против 2 оппонентов максимум. Двигаемся дальше. После того, как мы посмотрели раздачи, можно сделать вывод. Наша главная цель – оставаться в раздаче против одного человека, либо против 2 максимум. Для этого нужно выбирать правильные размеры ставок. Когда мы заходим в игру рейзом, наш размер рейза должен составлять 3 больших блайнда. И по мере продвижения в турнире к поздней стадии этот размер рейза уменьшается до 2,1, 2,2 больших блайнда. Когда мы играем через 3-бет, нужно смотреть, мы находимся в позиции на этого оппонента, либо без позиции будем играть. Если мы играем без позиции, то размер нашего 3-бета должен быть больше. Если мы играем в позиции, то 3-бетить можно меньше, то есть около 3 раз от его ставки. Что касается такого действия, как лимп, то это действие мы не используем вообще, потому что когда мы играем лимпом, то всегда образуются мультипоты, и нам это не нужно. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, данное видео было полезно для вас. Хочу вам напомнить, что скоро стартует набор на наш бесплатный курс про МТТ. Курс включает в себя 5 групповых занятий с тренером, 2 индивидуальных занятия, которые в том числе веду и я. Переходи по ссылке в описании, оставляй заявку и совершенствуй свою игру.